Всем привет, с вами Дэн. Уже не первый раз вам рассказывал про бренд Electricians или ELZ, такие вот электроники, да. Бренд был создан в швейцарском Биле в 2017 году, специализируется на таких современных часах с необычным дизайном для молодежной аудитории. Здесь важный нюанс, компанию основали те же самые товарищи, которые создали бренд Seven Friday. Ну и от Seven Friday, по сути, отличий два. Это дизайнерская стилистика и цена. И ELZ, конечно, сильно подешевле. И, на мой взгляд, они более продуманные и более разнообразные по идеям. Ну и давайте смотреть, открывать коробочку. Необычно, да, тут у нас уже QR-код для того, чтобы загрузить мануал. Ну и, собственно, часы. Вот в такой необычной упаковке. Давайте пакетики снимать, распаковывать и смотреть. Здесь и интересно. Здесь в первую очередь необычный дизайн. Это, конечно, конек ELZ. И, в принципе, у них вся идеология построена на электричестве. То есть оно произвело революцию в мире часов, дало дорогу кварцевым механизмам. И, собственно, у Electricians все модели это технодизайн. Необычные корпусы, много подсветки, игра с материалами, с формой. Ну и сегодня у нас на обзоре модель Electricians The XO Shadow Edition. Лимитка 333 штуки. Здесь кварцевый механизм Ронда. Элемент питания на 45 месяцев рассчитан. Водозащита 50 метров. Минеральное такое граненое стекло К1 повышенной прочности. Есть внутренний антиблик. Суперлюминовая подсветка. С этим разберемся. Ну и что касается корпуса, он выполнен из карбона. Ремень каучуковый. Что касается ритейла в России, то чуть меньше, чем 50 тысяч рублей. Ну и здесь скажу спасибо. All Time часы для обзора предоставлены крупнейшей в России розничной сетью магазинов наручных часов All Time. Ну и давайте, мне хочется посмотреть по размерам, потому что корпус, как вы сами понимаете, ну такой прям необычный, граненый. И размеры здесь важны. 47,2. Ну, от ушка, да, ушки здесь короче, чем корпус. 44, даже чуть меньше. Высота максимальная по корпусу 14,1. Ну и по ремешочку посмотрим 26. Но ремешочек сторонний вы здесь не поставите, потому что крепление уникальное, хотя есть система быстрой замены ремня. Ну, в общем, фирменный ремешок можно будет подобрать, либо заказывать у мастера, если вдруг такая потребность будет. Ну что ж, по размерам поговорили. Кстати, они легкие такие, прям хочется взвесить, что у нас получается по весу, а? 56,6, да, они легкие, потому что здесь карбон. Ну и, собственно, линейка, она такая здесь футуристичная. Стелс-версия, вот этот вариант в этой линейке, мне кажется, самый интересный, самый такой загадочный и самый, ну, если бы так сказать, мне кажется, что это часы такие вот стилистика, либо часы будущего, либо часы, может быть, из какого-то космического шутера игры про ближайшее там или дальнее будущее, да. И вот очень стилизация подходит, мне кажется, как раз целевая аудитория здесь, возможно, вот игроманы, да, возможно, любители фантастики, может быть, отчасти там стимпанка. И вот это все здесь сходится, потому что, ну, реально стелс, ярко, с одной стороны, по циферблату, и вроде как технологично, вроде какую-то тут, может быть, что-то покликать, да, какую-то команду ввести в этих часах. В общем, мне кажется, здесь прикольно с точки зрения концепции и дизайна. И, конечно, современные материалы, такие как карбон, да, использование подсветки, они позволяют вот сделать такие интересные, необычные фишечки. Кстати, по-моему, не сказал, лимитка 333 штуки, да, здесь. Ну, мне кажется, стильно. Очень интересная, хорошая стилизация. Здесь, кстати, классные размеры, потому что, да, они вроде бы крупные, но сидят они удобно. Почему? Потому что, во-первых, они легкие. А во-вторых, у них ушки, они дальше, чем корпус расположены. Поэтому, по сути это дело, видите, они не такие крупные на моем запястье. Да, они продолговатые, прямоугольничек такой получается, но, в принципе, я не чувствую, что здесь что-то мешало бы запястью. Поэтому окей. Тем более для такого плана часов, оверсайз, с крупным многоугольным корпусом, ну, наверное, это вот так и должно быть. Я не представляю подобного стиля часы, если они будут там меньше, чем, не знаю, 42 мм. Но это будет выглядеть, как мне кажется, комично. А вот это в самый раз. Такие часы все-таки должны быть заметны на
руке, и в чем-то, может быть, это как раз и правильно, когда они противоположность тренду на миниатюризацию часов в последние годы. Здесь как-то вот именно в стилистике, наверное, да, в общем впечатление от модели, не то чтобы здесь что-то из дизайна заимствовано, но я вот по впечатлению, что-то от Урверк, наверное, да, апологеты такого стиля, что-то, может быть, даже от Атавака, но в целом смотрится сногсшибательно, если вам нравится такой стиль. Реально это прикольно. Это выглядит классно, необычно. По циферблату здесь, конечно, в плане читаемости, ну я вам сразу скажу, они никакие. То есть да, можно привыкнуть, можно походить, понять, что вот эта часовая стрелка, это минутная. Здесь поверху вот мы видим, что тикает секундная стрелка. Да, это можно привыкнуть, и оно в принципе читается, если вы вот немножко напряжете взгляд. Но это здесь абсолютно не главное. И даже специально, как мне кажется, они сделали вот эти все полоски, да, вот эту стилизацию ячеистую по циферблату такого же цвета, как и, например, часовая стрелка. Для того, чтобы это выглядело не как часы, а какой-то вот неземной прибор или прибор будущего. И в этом они правы, потому что покупатель и носитель таких часов, он совершенно не апологет классической читаемости. Да? Апологеты, они пойдут и возьмут что-нибудь от Casio там, или еще от кого-то. А кто смотрит что-то необычное на запястье, он как раз пойдет в Electricians и, возможно, что-то подберет для себя. Поэтому здесь вот важный момент, обязательно всегда сами для себя отвечайте на этот вопрос. Для кого конкретно эти часы сделаны? И тогда у вас очень много будет ответов в плане, например, такого вопроса, как читаемость. Да, здесь с этим сложности, но здесь это вообще никакого значения, на мой взгляд, не имеет. Ну, к тому же, я думаю, что авторы концепции примерно так же и думают. И здесь вот это окошко-бойница на корпусе, она, по-моему, вот как раз-таки тоже усиливает впечатление чего-то такого футуристичного, потому что явно это какой-то прибор будущего, да, с чужими воевать, да, что называется. А в темноте выглядит вообще не как часы, а какой-то прибор, и это здорово, это классно. В плане качества, с учетом цены, с учетом того, что здесь карбон, и вот такой вот он прям абсолютно необычный корпус, вопросов никаких нет. Очень приятные, прикольные часы. Вот так у нас настраивается минутная стрелка, ну и часовая стрелка идет вслед за ней. Прикольно. Давайте глянем поближе циферблат, это интересно, он многоуровневый, он сложный, он с подсветкой, он прям вот весь ячейка на ячейке. И здесь такой нарочитый, я бы сказал, даже грубоватый карбоновый корпус. Ну и что же я скажу? Наверное, из минусов все-таки стоит сказать, да, что те, кто любит читаемость, здесь это в минусе. Также, наверное, определенным минусом является то, что ремешок со стороны не подобрать. С другой стороны, здесь классное крепление, оно как раз уменьшает размер корпуса и увеличивает вариации по размеру вашего запястья, да, для такой носки. Но, с другой стороны, стиль, визуализация, отличие от всех, футуризм. Если вот как раз нужно что-то необычное, то Electricians это как раз таки один из тех брендов, на которые точно стоит обратить внимание. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, конечно же, увидимся.